К истории эволюции человека канал «Эпоха динозавров» обращался уже несколько раз. Но вместить информацию о далеких предках и родственниках людей в хронометраж наших выпусков просто невозможно. Да и наука не стоит на месте. В различных источниках регулярно публикуются новые данные о происхождении и развитии людей, от древних приматов до человека разумного. Поэтому мы начинаем новый цикл, в котором расскажем о новых интересных фактах и последних научных открытиях, связанных с появлением и расселением человечества по планете. В этот раз начать новый цикл об эволюции человека мы решили не с примитивных обезьяноподобных существ, а с уже почти людей – австралопитеков. Конечно, по уровню развития они были намного ближе к современным человекообразным обезьянам. Но именно австралопитеки на данный момент считаются прямыми предками всех последующих видов людей. В этом выпуске мы расскажем об истории их открытия, особенностях строения и поведения, а также интересных открытиях, сделанных в последние годы. Несмотря на то, что на территории Германии были обнаружены два зуба возрастом около 10 миллионов лет, похожие на зубы австралопитеков, их родиной считается Африка. Австралопитеки появились на востоке континента примерно 4,2 миллиона лет назад, а затем расселились по всей его территории. Окончательно вымерли они около 1,8 миллиона лет назад. Сейчас ученые насчитывают более 10 родов этих гоминид, и еще на данный момент предложено выделить в отдельные роды еще 2 разновидности. Эволюционные пути австралопитеков и людей разошлись примерно 3 миллиона лет назад. Пока точно неизвестно, какой из видов австралопитеков дал начало этой ветви развития. Но уже сейчас ученые сообщают, что в их ДНК присутствовали цепочки белков, кодирующихся геном, отвечающим за увеличение длины нейронов в мозге и повышение их активности. В дальнейшем эта мутация сыграла важную роль в появлении около 2 миллионов лет назад первых представителей рода Homo, в частности Homo habilis или человека умелого. Первым описанным австралопитеком стал знаменитый ребенок из Таунга. Его череп обнаружили в каменоломне на территории Южной Африки в 1924 году. На момент смерти детенышу было от 3 до 6 лет. Описал его австралийский антрополог Раймонд Дарт, который в это время преподавал анатомию в одном из учебных заведений Йоханнесбурга. Ученый отметил, что клыки этого существа были очень маленькими по сравнению с клыками всех современных человекообразных обезьян. Скорее, по своим размерам они напоминали аналогичные зубы людей. Также из-за смещенного вперед большого затылочного отверстия Дарт предположил, что этот древний примат был прямоходящим. В распоряжении исследователя была лицевая часть черепа, нижняя челюсть и окаменевший слепок мозга. Ученый назвал открытое им существо Australopithecus africanus, что означает «южная обезьяна африканская». О своем открытии Раймонд Дарт написал в авторитетном научном журнале Nature.
но официальное научное сообщество не признавало его еще около 20 лет. Многие ученые считали исследователя выскочкой и возмущались тем, что публикация в журнале была сделана в обход различных научных учреждений. В то время считалось, что эволюция наших предков в первую очередь была связана с увеличением объема мозга. Остальные трансформации тела были лишь следствием роста головного мозга. У найденного же образца мозг был не больше, чем у современных обезьян. Да и прародину человечества ученые начала 20 века искали не в Африке, а в Евразии. Также интересно, что поблизости от останков ребенка из Таунга не было обнаружено костей или прочих следов других австралопитеков. Следующие находки, связанные с этим видом, были сделаны спустя несколько лет на достаточно большом удалении от каменоломни, где проводил свои изыскания Дарт. Наиболее достоверным на сегодняшний день объяснением этого факта считается то, что детеныш австралопитека стал жертвой хищной птицы или другого плотоядного животного. В целом, понятие австралопитеки относится как к большой группе древних гоминид, так и к одному из их родов. Для удобства классификации ученые разделили всех известных австралопитеков на 3 большие группы: ранние, грацильные, массивные. К ранним австралопитекам относятся ранние приматы, которые еще не являются австралопитеками в полном смысле этого слова. Они существовали в период с 7 до 3,9 миллиона лет назад. Грацильные австралопитеки названы так из-за своего телосложения. Они не отличались большими размерами и обитали в Африке с 3,9 до 1,8 миллиона лет назад. Один из родов грацильных австралопитеков стал предком всех видов людей. Для 3 родов массивных австралопитеков есть отдельное название – парантропы. Они появились более 2,5 миллионов и вымерли примерно 900 тысяч лет назад. По строению австралопитеки схожи с человеком, прежде всего отсутствием крупных клыков и слабо развитыми челюстями. Их кисти были снабжены развитыми большими пальцами и были превосходно приспособлены для хватания. Опорная стопа и строение таза говорят о том, что австралопитекам было вполне удобно перемещаться на 2 ногах. Проживали австралопитеки в саваннах. Большинство видов были всеядными, но некоторые придерживались исключительно вегетарианской диеты. Основу рациона составляли фрукты, овощи, клубни, небольшие ящерицы. Один из видов активно потреблял орехи и семена, но большая часть австралопитеков предпочитала мягкую пищу. Доказано, что как минимум 3 вида питались мясом. Есть мнение, что они не брезговали падалью, доедая за крупными хищниками или отгоняя от добычи мелких. Также ученые обнаружили кости животных, на которых, предположительно, имеются следы от каких-то примитивных инструментов. Жили они небольшими группами, которые в основном состояли из самцов. Они активно взаимодействовали для добычи пропитания и защиты группы от опасностей. Внутри групп процветало своеобразное многоженство, когда один самец
спаривался с несколькими самками. Причем подросшие детеныши мужского пола оставались жить со своей группой, а молодые самки переходят в другую стаю. Такая же социальная структура наблюдается в стаях современных шимпанзе. Если у современных людей мужчины в среднем крупнее женщин на 15%, то у австралопитеков самцы были крупнее самок по росту и весу примерно в 1,5 раза. Среди ученых даже бытует мнение, что останки, отнесенные к массивным видам, принадлежат самцам, а все грацильные виды просто были самками. Даже при таком половом диморфизме максимальный рост австралопитеков составлял 120-140 сантиметров. В целом, пропорции тела австралопитеков были приближены к современным бонобо. Также с обезьянами их сближало наличие достаточно густой шерсти по всему телу. Нет никаких доказательств того, что австралопитеки строили какие-то постоянные или долговременные укрытия. Скорее всего, они, подобно все тем же шимпанзе, могли ночевать на деревьях и даже сооружать временные гнезда. Сначала ученые думали, что австралопитеки жили в пещерах, где их кости и обнаружили. Но более детальное изучение этих останков показало, что все эти гоминиды стали жертвами хищников, которые как раз и жили в пещерах. Также некоторые австралопитеки, вроде найденных в пещере Малапа, представителей рода Сидиба, погибли в пещерах по другим причинам. Эти поздние австралопитеки, судя по всему, погибли, свалившись в трещину в дне пещеры. Жизнь этих примитивных гоминид была полна трудностей и опасностей. Угрозу для них представляли не только хищные животные, особенно крупные кошачьи, но и некоторые виды травоядных. В среднем они доживали до 20, реже 30 лет. Прожить даже 40 лет для австралопитека было огромной удачей. Вероятно, самым известным австралопитеком является самка афарского австралопитека по имени Люси. Обнаружили ее останки в 1974 году в Хадаре на территории Эфиопии. Это оказался наиболее полный скелет, попавший в руки ученых на тот момент. Кости Люси были разбросаны на очень небольшом участке и неплохо сохранились. Их возраст составляет примерно 3,2 миллиона лет. По характеру повреждений ученые предположили, что погибла она, сорвавшись с дерева. Эта находка позволила исследователям подтвердить предположение, что австралопитеки на самом деле были прямоходящими существами. Конечно, более ранние разновидности периодически ходили с опорой на передние конечности, как это делают современные гориллы. Если все упростить, то реконструкция скелета Люси показала, что австралопитеки обладали практически обезьяньей головой и почти человеческим телом. Сейчас самым полным скелетом австралопитека считается образец по прозвищу «маленькая стопа». Первые его части обнаружили в 1978 году в пещере Сильверберг, но посчитали, что это останки мартышки. Повторное исследование находки было проведено в 1994 году, и выяснилось, что это останки австралопитека. С тех пор раскопки возобновились.
Правда, описание всего скелета на сегодняшний день еще не опубликовано. Самым поздним из обнаруженных австралопитеков является род Седиба. Они жили на нашей планете около 2 миллионов лет назад. Описали их в 2010 году по 2 скелетам из пещеры Малаба в Южной Африке. По строению челюстей и черепа, а также тазовых костей, они еще ближе к людям, чем та же Люси. Но размер мозга остался на прежнем уровне. Также австралопитеков Седиба отличали длинные руки и короткие ноги. Именно их сейчас считают наиболее вероятными предками людей. Но недавняя находка на стоянке Леди Герару в Эфиопии показала, что в истории эволюции людей и австралопитеков не все так однозначно. Из культурных слоев возрастом от 2,6 до 2,8 миллионов лет было извлечено 13 зубов и часть нижней челюсти. Причем часть из них ученые определили как зубы ранее неизвестного австралопитека, а остальные явно принадлежали представителям рода Homo. Челюсть тоже оказалась вполне человеческой. Эти находки могут говорить о том, что эволюция человека шла нелинейным путем. И самые ранние люди проживали на одной территории с поздними австралопитеками. Эта находка еще не до конца изучена и официально не описана. Но, возможно, ее исследователи сделали несколько открытий, дополняющих историю нашего появления. Несмотря на то, что по уровню развития австралопитеки находились на уровне развития современных шимпанзе или бонобо, для дальнейшего развития человечества это был настоящий эволюционный прорыв. Среди них проявились первые признаки будущей социальной структуры и способности человека к изобретению и использованию оружия и инструментов. Умение австралопитеков использовать примитивные орудия труда из дерева, кости и камня пока остается спорным. Но следующая ступень эволюции человека обладала этим умением в полной мере. Это был ранний представитель рода Homo, названный учеными человеком умелым. Именно с ним мы познакомимся поближе в следующей части нашего цикла. Вторая часть нашего нового цикла об истории эволюции человека посвящена первому официально признанному представителю рода Homo – человеку умелому или Homo habilis. Внешне эти ранние люди недалеко ушли от своих предков, австралопитеков. Они были намного умнее и сообразительнее. Это выражалось в умении изготавливать и применять более сложные орудия труда. Из этого выпуска вы узнаете о том, как был открыт этот вид, какими были социальные отношения в обществе хабилисов и как они развивались, дав начало последующим разновидностям людей. Подписывайтесь на наш канал, и тогда вы будете первыми узнавать о выходе новых выпусков. Также мы призываем зрителей поддержать создателей канала при помощи лайков и комментариев. Первый экземпляр останков ранее неизвестного гоминида, которого впоследствии отнесли к роду Homo и назвали человеком умелым, был обнаружен в Олдувайском ущелье на территории Танзании в 1960 году. Обнаружили его археологи Луис и Мэри Лики.
В их распоряжении оказалась стопа, пяточная кость, ключица и осколки черепа 11-12-летнего ребенка. Что примечательно, останки гоминида были обнаружены рядом с костями саблезубого тигра Смилодона. Описали свою находку супруги в 1964 году. Изначально они выделили нового гоминида в отдельный род, названный ими Придзинджантроп. Определение «человек умелый» появилось гораздо позже, с появлением других находок и отнесением их к роду Homo. На данный момент останки хабилисов обнаружены по всей Южной и Восточной Африке. Также установлено, что они самостоятельно переселились в Евразию и, вероятно, стали предками знаменитых хоббитов с острова Флорес. Возраст имеющихся в распоряжении ученых костей человека умелого составляет от 1,5 до 2,3 миллиона лет. Средняя масса головного мозга хабилисов составляет 650 граммов. Это намного больше, чем у австралопитеков, но почти в 2 раза меньше, чем у современного человека. Реконструкции скелетов Homo habilis позволяют предположить, что их средний рост составлял от 120 до 140 сантиметров. Точно определить массу их тела на данный момент достаточно сложно. Ученые предполагают, что в зависимости от пола средний вес этих гоминид мог быть от 30 до 55 килограммов. Зато по своему строению мозг хабилиса сильно отличался от мозга его предшественников. Его затылочная доля сильно уменьшилась, а височные и лобные доли, наоборот, увеличились. Это говорит о более развитом интеллекте человека умелого. При этом череп человека умелого расширился в подглазничной и теменно-затылочной областях. Кроме того, ученые отмечают, что у детенышей хабилиса при рождении голова по отношению к пропорциям тела была значительно крупнее, чем у детенышей австралопитеков. Наличие характерной выпуклости внутри тонкостенного черепа хабилисов говорит о наличии у них центра Брока, отвечающего за речь. Правда, строение их гортани позволяло издавать ограниченный набор звуков, то есть эти первые люди не могли полноценно общаться между собой в нашем понимании этого слова. Также в строении ротового аппарата человека умелого наблюдается тенденция к уменьшению размеров челюстей и клыков, а зубная эмаль стала более тонкой. Судя по строению тазовых костей и ног, человек умелый был еще более приспособлен к прямохождению. В распоряжении исследователей имеется не очень много костей, составлявших нижние конечности. На данный момент описаны 5 фаланг их пальцев, 5 костей ступни, пяточная кость и лодыжка. По своему строению это была достаточно примитивная нога. Но первый палец стопы человека умелого уже не был отведен в сторону. Он, как у всех последующих видов людей, располагался вместе с остальными пальцами. Кисти рук хабилисов еще сохраняли следы приспособленности к лазанью по деревьям, но их строение было более прогрессивным и похожим на руки более развитых видов человека. К таким признакам относится расширение ногтевых фаланг. Это говорит о формировании пальцевых подушечек, обеспечивающих более тонкое осязание.
Строение кистей рук обеспечило формирование так называемого силового захвата. Это обеспечило возможность изготовления более совершенных орудий труда. Правда, ученые уверены, что строение кисти хаббелисов сильно отставало от уровня развития мозга. Это значит, что его руки были не способны на реализацию всех возможных задумок. Изделия, изготовленные человеком умелым, относятся к колдувайской культуре. По традиции, название археологическим культурам дается по месту обнаружения связанных с ними находкам. Именно в ущелье Алдувай были найдены первые камни, обработанные руками хаббелисов. Интересно, что практически все орудия труда человека умелого были выполнены из кварца, а в окрестностях его стоянок месторождений этого минерала не наблюдается. Это означает, что наши далекие предки могли проходить более 10 километров в поисках нужного сырья. Но в то же время человек умелый относился к своим поделкам не очень бережно. Скорее всего, хаббелисы не стремились к сохранению инструмента и оружия. После применения они могли выкинуть свое изделие, а в следующий раз изготавливали его заново. К наиболее часто используемым в быту Homo habilis инструментам исследователи относят 7 предметов. Все они изготавливались из камня, имели разные размеры и отличались по форме. Это были ударный инструмент в виде грубо обработанной гальки, бифас – специальный инструмент, предназначенный для рубки, небольшой заостренный камень, который мог использоваться как для выкапывания кореньев, так и для прокалывания съедобных плодов. Округлая галька, напоминающая ядро, она могла использоваться в качестве своеобразного отбойника. Большой плоский камень, служивший условной наковальней или рабочим столом. Каменный резак, которым удобно разделывать добычу и снимать шкуру с убитого медведя. Специально обработанный камень, применявшийся для доводки уже готовых орудий труда. Еще одним интереснейшим предметом из обихода человека умелого были самые настоящие лопаты. Конечно, изготавливались они из кости и были не такими функциональными, как привычный нам садовый инструмент. Но изобретение такого инструмента очень много говорит как об интеллекте хаббелисов, так и о навыках работы с разными материалами. Исходя из назначения найденных инструментов, можно предположить, что большая часть жизни хаббелисов была посвящена добыче пропитания. Также становится понятно, что они были всеядными существами. В их рацион входили как мясо, так и большое количество растительной пищи. Не брезговали наши далекие предки и насекомыми. Сложно сказать, насколько умелыми охотниками были хаббелисы. Судя по найденным костям, основной их добычей были некрупные копытные, вроде антилоп. Но также на их стоянках археологи находят кости более крупных животных, например, слонов. Могли ли эти примитивные люди добывать слонов при помощи охоты или отбивали их туши у других хищников, пока остается загадкой. Может быть, человек умелый уже додумался до хитроумных ловушек, а не просто бегал за добычей с камнями и заточенными палками. Среди ученых сейчас также обсуждается вопрос умения хаббелисов строить жилища. Если австралопитеки, в лучшем случае, могли сооружать временные гнезда для ночевки,
как это сейчас делают гориллы и орангутанги, то первые люди, возможно, перешли на следующую ступень. При археологических раскопках стоянок человека умелого найдены следы предполагаемого строительства более долговременных сооружений. Скорее всего, это были простейшие навесы из веток и листьев. Скорее всего, от опасности и непогоды они предпочитали прятаться в пещерах и гротах. Также считается, что Homo habilis стал первым гоминидом, использовавшим разделение труда. Есть предположение, что самцы занимались в основном охотой, а самки — собирательством, выкапывая съедобные коренья и собирая плоды. Но из-за малой численности взрослых особей в группе от хищников им приходилось отбиваться всем вместе. Пока сложно судить о социальной структуре общества в те далекие времена, можно точно сказать, что хабилисы жили небольшими семейными группами. Они вели кочевой образ жизни, перемещались вслед за миграциями животных или просто в поисках более пригодных для жизни мест. Однозначно можно утверждать, что при таком уровне интеллекта и развития речевого аппарата в семьях происходила передача знаний об окружающем мире и полезных навыков. Как мы уже говорили, полноценно разговаривать они не умели. Но общаться при помощи жестов и мимики, а также показывать все на личном примере, вполне были способны. Изобретение и возможность использования такого большого количества инструментов и развитие самых разных навыков косвенно говорит о наличии у хабилисов сознания. Конечно, человек умелый не был великим мыслителем, но уровень понимания своего места в мире среди хабилисов был значительно выше, чем у их прямых предков – австралопитеков. В любом случае, Homo habilis в своем развитии намного превзошел австралопитеков и положил начало развитию человека как покорителя всей природы на планете. Тенденция к увеличению объема мозга способствовала дальнейшему развитию интеллекта и навыков выживания в опасном окружении. Также среди хабилисов впервые проявились навыки социального взаимодействия, сохранившиеся в человеческом обществе на несколько миллионов лет. Дальнейшая эволюция человека умелого привела к выделению новой ветви развития – человека прямоходящего или Homo erectus. Среди ученых все еще ведутся споры о том, являются ли эректусы нашими прямыми предками. Но на их примере можно прекрасно изучить, как развивались наши предки в дальнейшем. Именно об этом виде людей мы и поговорим в следующей части нашего цикла про эволюционный путь человечества. Эта часть нашего нового цикла об эволюции человека посвящена человеку прямоходящему, или Homo erectus. Также в некоторых источниках его называют человеком выпрямленным. По ходу выпуска мы попробуем разобраться, от кого он произошел и чем отличается от своих предков. Также вы узнаете об истории открытия и изучения этого предка современных людей, его образе жизни, умениях, социальной структуре и представлениях об окружающем мире. Считается, что человек прямоходящий не является прямым потомком Homo habilis. Эректусы произошли от одной из более поздних разновидностей человека. Их наиболее вероятным предком
считается Homo ergaster или человек работающий, который, в свою очередь, мог быть как прямым потомком человека умелого, так и произойти от промежуточного звена – человека рудольфского или Homo rudolfensis. Споры относительно происхождения и классификации человека рудольфского ведутся среди ученых постоянно. По одной из версий, он является прямым потомком хабилесов и переходным звеном к человеку прямоходящему. По другой, рудольфенсис развивался параллельно с человеком умелым и представляет собой отдельную ветвь эволюции. При этом он может быть нашим прямым предком, а может быть тупиковой ветвью развития. С другой стороны, сложности с определением видовой принадлежности человека рудольфского являются дополнительным подтверждением теории эволюции. Сходство строения его тела с телом Homo habilis говорит об их несомненном родстве. Но многих ученых смущает наличие ярко выраженных отличий. В форме его черепа имеется сходство даже с кинеантропом, еще одним видом древних людей, живших на той же территории примерно 3 миллиона лет назад. При сравнительно небольшом объеме мозга, около 700 граммов, рудольфенсис был достаточно крупным для своего времени гоминидом. Его размеры приближены к пропорциям тела современного человека. Рост от 150 до 180 сантиметров и вес от 45 до 80 килограммов. От хабилиса, с которым он существовал практически в одно время, от 2,3 до 1,5 миллионов лет назад, его отличали более крупные зубы. Но в распоряжении исследователей имеется не очень много материала для изучения, поэтому массивность рудольфского человека может быть объяснена всего лишь половым диморфизмом. Самые ранние находки, относящиеся к человеку работающему, имеют возраст около 1,8 миллиона лет. Первооткрывателем нового вида древних людей стал представитель знаменитого семейства антропологов Ричард Лики. Его родители, Луис и Мэри Лики, описали первых найденных хабилисов, а жена, которую зовут Мив, отметилась при изучении человека рудольфского. Итак, в 1971 году на берегу озера Туркана в Кении Ричард обнаружил хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть ранее неизвестного гоминида. Правда, сначала эту находку отнесли к останкам Homo erectus. К отдельному виду людей она была причислена только в 1975 году, после более детального описания. А в 1984 году все в той же Кении был найден знаменитый мальчик из Турканы. Он представляет собой почти полностью сохранившийся скелет подростка 9-12 лет. По другим данным, на момент смерти ему могло быть 13-14 лет. Позже было обнаружено еще немало находок, связанных с Homo ergasterом, в том числе и каменные инструменты возрастом 1,7 миллиона лет, найденные на территории Италии. Важнейшей отличительной особенностью человека работающего был его высокий рост. Взрослые особи могли вырастать до 180 сантиметров. Ученые объясняют такую резкую акселерацию
наличием в рационе большого количества мясной пищи. Хотя ученые не могут однозначно сказать, что эти древние люди были активными охотниками. Возможно, они начали составлять более серьезную конкуренцию падальщикам или просто научились совместно отбивать добычу у хищников. Считается, что эргастеры изобрели такой важный инструмент, как обоюдоострое рубило. Оно изготавливалось из камня и по форме напоминало клык крупного хищника. Их предки, хабелисы, обтачивали свои примитивные орудия только с одной стороны. Также есть предположение, что именно человек работающий начал активно использовать огонь. Но некоторые исследователи приписывают эти изобретения уже их потомкам – эректусам. Примечательно, что по своему строению эргастеры были более изящными, чем более поздний человек прямоходящий. Они отличались более легкими костями и тонкими костями черепа. По форме лица они сильно напоминали современных людей. Зубы человека работающего были намного меньше, чем у более ранних гоминид, а объем их мозга достиг отметки в 900 граммов. Человек прямоходящий появился в Восточной или Южной Африке около 2 миллионов лет назад. Примерно через 200 тысяч лет он перебрался на Ближний Восток и начал расселяться в Европу и Азию, дав начало новым ветвям человеческой эволюции. В Африке проживали такие подвиды эректуса, как родезийский человек и атланттроп. В Азии позже появились собственные разновидности, вроде явантропа с острова Ява и синантропа с территории Китая. Еще в Китае обнаружены лянтяньский человек и юаньмаусский человек. Также возможными потомками этих выходцев из Африки стали хоббиты с острова Флорес. Наиболее развитым из них является синантроп. В Европе же проживал так называемый гейдельбергский человек, которого некоторые ученые считают одной из разновидностей человека прямоходящего. Другие исследователи считают гейдельбергского человека отдельным, более прогрессивным видом. Также они утверждают, что к классическим Homo erectus'ам можно относить только азиатские подвиды. Первые останки, относящиеся к человеку прямоходящему, как раз были найдены в Азии. В 1890 году голландский исследователь Эжен Дюбуа организовал экспедицию по поиску недостающего переходного звена между обезьяной и современным человеком. Это существо так и называлось – питекантроп, что означает «обезьяна-человек». Найти его пытались по берегам реки Соло на острове Ява. В первые месяцы раскопок был обнаружен коренной зуб и черепная крышка, отнесенные к неизвестному виду человекообразных обезьян. Еще через год в этой же местности нашли бедренную кость, похожую на человеческую. По форме этой кости был сделан вывод о том, что существо передвигалось на 2 ногах. Дюбуа назвал новый вид питекантроп эректус, то есть обезьяна-человек прямоходящий. В 30-е годы XX века другой ученый, Густав фон Кёнигсвальд, в этих же местах обнаружил хорошо сохранившиеся останки того же самого существа. После их изучения стало понятно, что питекантроп с острова Ява однозначно принадлежит к роду Homo.
Поэтому его название было изменено на Явантроп, или человек Салойский, по названию реки, возле которой производились раскопки. Следы Homo erectus в других регионах планеты были обнаружены еще раньше. Синантроп, или китайский человек, был впервые описан после обнаружения костей в гроте Джоукоудянь, близ Пекина, в 1927 году. В 60-е годы прошлого века в разных частях страны были описаны еще две разновидности эректусов, названные по местам обнаружения лянтянским человеком и юаньмаусским человеком. Первой находкой, связанной с присутствием эректусов в Европе, стала челюсть, обнаруженная при проведении раскопок в местечке Мауэр в Германии в 1907 году. Исследовал ее профессор Гейдельбергского университета Отто Шотензак, который и назвал нового гоминида в честь учебного заведения и города, где оно расположено. Позднее останки и следы деятельности гейдельбергского человека были обнаружены практически по всей Восточной и Западной Европе, а также на территории Африки. Есть подобные находки на Северном Кавказе и в Русской равнине. По зубу, обнаруженному недалеко от грузинского города Дманиси, даже получил название дманисский гоминид. Возраст этого зуба составляет около 1,8 миллиона лет. А самые поздние эректусы сохранились на Яве примерно до 108-177 тысяч лет назад. А выродившиеся в карликов жители острова Флорес могли вымереть всего лишь 12 тысяч лет назад. Как мы уже говорили, человек прямоходящий отличался достаточно массивным черепом. При этом объем его мозга, в зависимости от разновидности, мог составлять от 850 до 1200 кубических сантиметров. В среднем взрослые особи имели рост от 150 до 180 сантиметров. Половой диморфизм у эректусов был достаточно ярко выраженным, то есть самцы намного превосходили самок по размерам. Основными занятиями человека прямоходящего, как нетрудно догадаться, были собирательство и охота. Охотились они в основном на мелких животных или ловили рыбу голыми руками. Правда, на стоянках Homo erectus в Алжире, Испании и других местах найдены кости более крупных животных, вроде слонов, носорогов и жирафов. Также там имелись инструменты для разделки мяса и другие орудия труда. Для описания социального строя человека прямоходящего в научной литературе закрепилось понятие «первобытное стадо». Оно представляло собой примитивную общину, в которой наши далекие предки совместно добывали пропитание и защищались от опасностей. Исследование жилищ эректусов показало, что в них в течение длительного времени могли проживать представители нескольких поколений одной семьи или небольшого рода. Ученые считают, что между такими группами часто возникали стычки, приводившие к гибели людей. Также имеются доказательства каннибализма среди этих гоминид. В Китае обнаружены черепа эректусов со следами от каменных инструментов, используемых для отделения лицевой части от костей. Но есть находки, подтверждающие заботу о слабых и недееспособных членах коллектива. На бедренной кости одного явантропа
имеются свидетельства экостоза, изменений костной ткани. Скорее всего, этот пятиконтроп сильно хромал или даже не был способен на самостоятельное передвижение. Без помощи и защиты соплеменников ему было просто не выжить. Изучение черепа пожилого архантропа из Дманиси показало, что с возрастом он потерял практически все зубы. Но благодаря заботе своих родичей он смог дожить до вполне серьезного по тем временам возраста. В целом считается, что мужская смертность в этом первобытном обществе была значительно ниже, чем женская. Это была плата за переход к хождению на двух ногах. Роды для женщин стали более сложным и опасным процессом. Большим толчком в развитии человека стал переход на преимущественно мясную диету с отличным дополнением в виде трав, кореньев и плодов. Кроме того, эректусы смогли освоить приготовление пищи на огне, повысив ее калорийность и возможность усвоения организмом. Продолжая развиваться в интеллектуальном плане, они дали возможность человечеству перейти на следующую ступень развития. В очередном разделе нашего цикла, посвященного эволюции людей и развитию человеческого общества, речь пойдет о наших ближайших родственниках – позднем гейдельбергском человеке, неандертальцах и денисовцах. Мы рассмотрим родственные связи между этими видами и современными людьми. Также вы узнаете об особенностях их общества, истории открытия и взаимного существования на разных этапах развития. Если до этого мы говорили о гейдельбергском человеке как об одном из подвидов человека прямоходящего, то поздних представителей этой разновидности древних людей вполне можно рассматривать в качестве отдельного вида. В принципе, именно так и считают многие ученые. На закате своего существования это был очень развитый и продвинутый человек. Обитал он в Европе и Африке в период от 800 до 130 тысяч лет назад. Объем его головного мозга составлял до 1400 кубических сантиметров. Гейдельбергский человек обладал достаточно высоким ростом. В среднем взрослый мужчина мог вырасти до 175 сантиметров. Также он обладал крепко сложенным телом. Особенно у более поздних представителей вида была выражена адаптация к холодному климату. Кроме челюсти, найденной в 1907 году и описанной профессором Гейдельбергского университета Шоттензаком, наиболее важными для изучения этого вида людей являются находки, сделанные в следующих местах. Штайнхайм ан ден Мур. В окрестностях этого немецкого городка в 1933 году был найден череп возрастом около 350 тысяч лет, принадлежавший гейдельбергскому человеку, но при этом по своим параметрам не выходящий за пределы нормальных для современного человека размеров. Правда, объем мозга этого индивида не превышал 1100 кубических сантиметров. Грот Араго во Франции. В 1971 году здесь нашли фрагменты черепов и костей
возрастом 450 тысяч лет. Один из черепов с внутренним объемом около 1200 кубических сантиметров очень хорошо сохранился. По нему был восстановлен внешний облик гейдельбергского человека. Пещера Петралона в Греции. Знаменита находкой, сделанной в 1960 году. Найденный местными жителями череп возрастом не ранее, чем 277 тысяч лет назад, оказался похож на череп так называемого родезийского человека, жившего в Африке в то же время и являвшегося местной формой человека гейдельбергского. Сима де лос Уэсос. В колодце, расположенном в глубине этой испанской пещеры, были найдены останки 29 человек, возрастом около 430 тысяч лет. Генетический анализ показал их родство как с неандертальцами, так и с денисовцами. Все они были кем-то сброшены в эту яму по неизвестным причинам. Изучение травм этих людей показало, что все они получены либо при падении в колодец, либо уже после смерти в результате движения породы. Но на одном скелете были обнаружены 2 следа от характерных ударов острым предметом, один из которых пробил череп. На данный момент это самое древнее предумышленное убийство в мире. При этом сама находка является самым древним из известных умышленных захоронений. Бадо, Эфиопия. На берегу этой африканской реки в 1976 году был найден череп мужчины с предполагаемым объемом мозга 1250 кубических сантиметров. После его описания некоторые исследователи предложили назвать его Homo badaensis и причислить к этому новому виду всех остальных людей, относящихся к человеку родезийскому, а заодно и к гейдельбергскому человеку. Но на данный момент нашим предком все же считается последний. Неандерталец или человек неандертальский появился примерно 500 тысяч лет назад. По крайней мере, именно такой возраст, по оценкам ученых, имеют останки самых ранних и наиболее примитивных представителей этого вида людей. В своем классическом виде неандертальцы сформировались примерно 130-150 тысяч лет назад. Окончательно исчезли они около 40 тысяч лет назад, с появлением в Европе людей современного типа – кроманьонцев. Не выдержавшие конкуренции палеантропы, именно так их часто называли в ранних советских исследованиях, были частично уничтожены, а частично ассимилированы сапиенсами. Уничтожение неандертальцев происходило не только в прямых вооруженных столкновениях. Скорее всего, большая часть просто была вынуждена откочевать с пригодных для жизни мест под натиском более продвинутого и многочисленного соперника. Малая часть неандертальцев, возможно, была растворена в обществе кроманьонцев. Доказано, что 2 этих вида людей могли иметь общее потомство. И примерно 2% генов современных жителей Европы и Азии переданы нам нашими неандертальскими предками.
У представителей негроидной расы этот параметр составляет не более чем 0,5%. Среди ученых даже есть те, кто считает неандертальцев подвидом Homo sapiens. Правда, глядя на их внешность, поверить в такое утверждение достаточно сложно. Как известно, неандертальцы были ниже ростом и значительно шире в плечах, чем кроманьонцы. Средний рост взрослого палеантропа составлял чуть более 160 сантиметров. Они обладали мощными надбровными дугами и широким носом. А вот подбородочный выступ у них практически отсутствовал. Примечательно, что по объему головного мозга неандертальцы превосходили современных людей. Судя по размерам найденных черепов, он составлял от 1400 до 1740 кубических сантиметров. В отличие от только покинувших Африку кроманьонцев, кожа неандертальцев была светлой. Поэтому бледная кожа, светлые волосы и голубые глаза достались современным людям именно от этих более древних обитателей Европы. Также следы неандертальцев присутствуют на территории Средней Азии. Но, несмотря на это, можно точно утверждать, что неандертальцы не являются нашими прямыми предками, как это считалось ранее. Они произошли или от гейдельбергского человека, или от неизвестного промежуточного звена, пока именуемого учеными человеком-предшественником. В любом случае, человек гейдельбергский мигрировал из Африки не меньше, чем 800 тысяч лет назад. Это значит, что эволюционные ветви неандертальцев и кроманьонцев развивались на разных континентах, независимо друг от друга, в течение почти миллиона лет. Метисация между ними могла происходить после начала переселения кроманьонцев из Африки на Ближний Восток, а затем в Европу и Азию. То есть смешаться эти виды людей могли только в период от 135 до 35 тысяч лет назад. Хотя возможно, что признаки, присущие неандертальцам, были закодированы еще в геноме нашего с ними общего предка. История изучения, быт и социальная структура, а также возможные причины их исчезновения более подробно рассмотрены в наших более ранних выпусках. Напомним, что это были достаточно развитые люди, освоившие уникальные технологии, умевшие пользоваться огнем, обладавшие зачатками религии, культуры и медицины, продвинутым для того времени обществом и своим языком. Они первыми начали использовать одежду, изготавливать украшения, рисовать и даже, возможно, придумали музыкальные инструменты. Несмотря на то, что именно неандертальцы сварили первую в мире кашу, питались они практически одним только мясом. Охотились неандертальцы на, в основном, крупных копытных. А в голодное время не брезговали и своими соплеменниками. Скорее всего, такая однообразная диета и стала одной из причин их вымирания. Наши предки просто согнали конкурентов с более богатых добычей мест, обрекая неандертальцев на голодную смерть. До недавнего времени считалось, что в тот период борьба за главенство над всей планетой велась исключительно между двумя видами людей
Но в 2012 году научное сообщество было потрясено неожиданным открытием. В Денисовой пещере на Алтае обнаружились следы еще одного нашего родственника. По названию пещеры этот вид людей был назван человеком денисовским или просто денисовцем. Эта пещера была объектом научных исследований в течение долгого времени. В ходе раскопок в ней было обнаружено 22 культурных слоя, связанных с деятельностью человека от времен Палеолита до средних веков. Видимо, пещера служила в качестве убежища или объекта другого назначения. И первобытным людям, и представителям скифской и гунно-сарматской эпох, и исторически более близким к нам обитателям региона. В основном в Денисовой пещере ученые обнаружили останки людей и животных. В 11 слое раскопок, возраст которого составляет около 50 тысяч лет, еще в 80-е годы прошлого столетия были обнаружены 3 коренных зуба и фаланга мизинца человека. Также в этом слое обнаружились женские украшения, керамика и костяные инструменты. Эти, казалось бы, незначительные находки, поначалу отнесенные к неандертальцам, сделали пещеру знаменитой на весь мир и перевернули представление об эволюции человека. Расшифровка ДНК этих костей, проведенная почти через 30 лет после обнаружения, показала, что они принадлежат ранее неизвестному виду человека. Позже этот факт был подтвержден и другими находками в разных частях мира. Генетически денисовский человек оказался очень близок как к неандертальцам, так и к современным людям. Считается, что от общего с неандертальцами предка денисовцы отделились около 640 тысяч лет назад и даже могли иметь с ними общее потомство. Проживали эти новые люди только в Азии в период с 200 до 75 тысяч лет назад. Считается, что из современных жителей Земли наиболее близки к ним австралийские аборигены и жители островов Меланезии. Их гены совпадают с геномом денисовцев примерно на 5%. Денисовский человек проживал в Азиатско-Тихоокеанском регионе одновременно с неандертальцами и первыми дошедшими сюда кроманьонцами. Расшифровка этого генома показала, что в нем отсутствуют некоторые гены, которые есть у нас и у неандертальцев. Также это исследование показало, что денисовцы обладали смуглой кожей и карими глазами. Также считается, что их череп был шире, чем у кроманьонцев и даже неандертальцев. При этом зубы денисовца были больше, чем у других его современников, что является архаичной чертой. Геном современного человека отличается от генома денисовца сильнее, чем от генома неандертальца. Это говорит о том, что эволюционно они отделились от общей для всех 3 видов ветви развития значительно раньше остальных. Имеющихся в распоряжении ученых данных недостаточно для описания быта, структуры общества и представлений денисовцев о своем месте в этом мире. По большому счету, сейчас мы располагаем только данными генетической экспертизы скромных находок, сделанных на Алтае.
Возможно, позже будут опубликованы новые данные обо всех 3 описанных в этом ролике видах людей. Ну а пока наш цикл продолжится историей появления и развития уже людей современного типа. Далее вы узнаете, что же помогло сапиенсам стать доминирующим видом на планете, как изменялось и развивалось наше общество от каменного века до наших дней. Наконец-то ход повествования нашего нового цикла об эволюции человека добрался до людей современного типа. В этой части мы расскажем о появлении нашего вида, его жизни на территории Африки и начале расселения на Ближний Восток и в Европу. Вы узнаете историю их открытия и изучения ранних Homo sapiens, устройстве их общества, образе жизни и прочих факторах, повлиявших на то, что человек разумный остался единственным видом людей на планете. Обычно, когда мы употребляем слово «люди», то имеем в виду исключительно наш вид. Он называется Homo sapiens, то есть человек разумный. На самом деле к роду Homo, что как раз и означает «люди», относится очень много вымерших существ. О них мы рассказывали ранее. Но сейчас на Земле остался единственный вид людей. Поэтому, говоря «человек», мы подразумеваем именно себя. В целом, люди — это очень социальные животные, отличающиеся прямохождением, способностями к общению и размышлению. Благодаря большому размеру и особенностям строения мозга они научились изобретать и изготавливать сложные инструменты и приспособления. Для нашего вида характерно проживание внутри сложных социальных структур. Мы постоянно соперничаем и соревнуемся друг с другом, а также с другими группами своих соплеменников. Судя по данным антропологии и генетики, первые протосапиенсы появились в Африке около 300 тысяч лет назад, а их расселение по миру началось примерно 100 тысяч лет назад. Причем на момент переселения на Ближний Восток вся популяция составляла не более 10 тысяч особей, а перебрались из Африки всего лишь несколько сотен из них. Потомки этих отважных переселенцев уже через 30-40 тысяч лет добрались до территории современной Индии. А около 40 тысяч лет назад сапиенсы начали заселять Европу. Именно их мы знаем под общим названием кроманьонцы. Это название появилось благодаря находке французского палеонтолога Луи Ларте, сделанной в 1868 году. В гроте Кро-Маньон он обнаружил и описал несколько скелетов первобытных людей. Также рядом с останками были найдены орудия труда. Возраст находок составляет около 30 тысяч лет. Сейчас же изучением людей занимается не один десяток самых разных научных направлений. К таким наукам относятся антропология, история, медицина, генетика, лингвистика, социология и многие-многие другие. Расселение человечества по планете шло очень быстрыми темпами. Этому способствовала неуемная тяга наших предков
к познанию окружающего мира и умение быстро приспосабливаться к любым условиям существования. Благодаря эволюции кроманьонцы являются всеядными существами. Наш вид способен употреблять в пищу практически любые продукты растительного или животного происхождения. При этом мы умеем готовить еду при помощи огня, но способны достаточно долго обходиться совсем без пищи. В среднем без еды человек может прожить до 8 недель, а без воды – до 3-4 дней. Homo sapiens, по сути, является дневным животным, активным в светлое время суток. Для полноценного отдыха нам необходимо спать не менее 7-9 часов в сутки. В первые годы своей жизни человек, в отличие от большинства животных, практически беспомощен. Маленькие дети не способны выжить без опеки взрослых. Причем младенцу, как правило, требуется забота обоих родителей. Также с большим риском для жизни и здоровья ребенка и матери связан сам процесс родов. Конечно, современная медицина и уровень развития общества существенно снижают эти риски. Но для наших первобытных предков рождение детей и забота о потомстве были серьезным испытанием. К появлению людей современного типа привели следующие анатомические и физиологические изменения, произошедшие в ходе эволюции приматов. Структурные преобразования мозга, увеличение мозговой полости и головного мозга, развитие двуногого передвижения, бипедализм, развитие хватательной кисти, опущение гортани и подъязычной кости, уменьшение размера клыков, появление менструального цикла, редукция большей части волосяного покрова. Наиболее близкими родственниками современных людей из ныне живущих приматов являются шимпанзе и бонобо. А предком сапиенсов, скорее всего, является гейдельбергский человек или один из его подвидов – человек родезийский. Homo erectus, который является прямым потомком гейберского человека, судя по всему, является прямым предком неандертальцев и никак не связан с кроманьонцами. Генетические линии сапиенсов и неандертальцев разделились более 200 тысяч лет назад. Но и сейчас среди ученых периодически звучат предложения признать неандертальцев одним из подвидов человека разумного. Несомненно, предпосылки для этого имеются. Но все же с точки зрения научной классификации лучше считать их отдельным видом людей. Удивительно, но легенда о мужчине и женщине, ставшими прародителями всего человечества, в какой-то степени оказалась правдой. Проведенные исследования показали, что митохондриальная ДНК всех нынешних жителей Земли получена ими от одной женщины. В массовой культуре эта женщина была названа митохондриальной Евой. Первооткрыватель этого явления Алан Уилсон дал ей свое оригинальное название – «Удачливая мать». Митохондриальная ДНК наследуется только по материнской линии.
И суть этого явления заключается в том, что до сегодняшнего дня дожили потомки всего одной женщины, которая жила в Африке примерно 200 тысяч лет назад. Конечно, одновременно с ней на Земле проживало еще множество других женщин, но их митохондриальная ДНК в клетках человеческих организмов до наших дней не дошла или дошла лишь частично. Правда, в нас могла сохраниться ядерная ДНК этих женщин. Также учеными был вычислен и условный Y-хромосом Адам. Его Y-хромосома присутствует у всех современных мужчин. До недавнего времени считалось, что жил он несколько позже Евы, примерно 60-90 тысяч лет назад. И составлять семейную пару они никак не могли. Но в 2015 году, после получения анализа более поздних останков, даты жизни этого мужчины были смещены ближе к 200-300 тысячам лет назад. По внешнему виду кроманьонцы практически ничем не отличались от нас. Единственным важным отличием можно считать то, что в современном мире существует деление на расы. Все кроманьонцы, как любые выходцы из Африки, были чернокожими, темноволосыми и темноглазыми. Более светлая кожа, русые волосы и голубые глаза, как мы уже говорили ранее, достались нам от неандертальцев. Также возможно, что при расселении в регионы с холодным климатом кроманьонцы посветлели самостоятельно. Это в экваториальных районах черный пигмент, меланин, служит защитой от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Без него люди бы постоянно страдали от ожогов кожи. Также значительно бы увеличился риск возникновения онкологических заболеваний. В северных же районах планеты не стоит опасаться солнечных ожогов. При этом меланин блокирует выработку в организме витамина D, нужного для нормального роста костей. Поэтому в этих регионах у бледнолицых людей было серьезное эволюционное преимущество перед темнокожими. В широком научном смысле кроманьонцами можно назвать всех людей современного типа. В более узком – это только обитатели Европы, Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки. Они расселились в том же ареале обитания, что и неандертальцы, в период от 100 до 40 тысяч лет назад. Все зависит от того, какой из версий появления кроманьонцев придерживаться. На данный момент учеными обсуждается два варианта заселения планеты людьми современного типа. Одни ученые считают, что кроманьонцы появились в Африке примерно 130-180 тысяч лет назад и постепенно расселились по всем континентам. Сначала в период от 60 до 50 тысяч лет назад они перебрались на Аравийский полуостров. Потом часть из них начала продвижение в сторону Индийского океана, а другие переселенцы отправились в Среднюю Азию. Представители второй ветви дали начало кочевым народам, а также стали предками современных жителей большей части Ближнего Востока и Северной Африки. В Европу же кроманьонцы проникли через Балканы примерно 30-40 тысяч лет назад.
По второй версии, современные монголоиды и негроиды сформировались отдельно от представителей первой волны миграции. Эта волна прошла из Африки в Европу через Кавказ и бассейн реки Дон. А те люди, которые перебрались в Азию и дальше до Австралии, смешались с денисовцами или другими людьми, поселившимися в этих регионах до них. Оставшиеся же в Африке кроманьонцы развивались на этом континенте самостоятельно, сохранив свои изначальные черты. Большую часть своей жизни люди были охотниками и собирателями. Изменения в их поведении и образе жизни начались примерно 160, а в некоторых регионах всего 60 тысяч лет назад. Они привели к так называемой неолитической революции. Этот неравномерный процесс начался 13 тысяч лет назад и закончился примерно в первом веке до нашей эры. В результате все человечество постепенно перешло от присваивающего хозяйства к производящему. Появились первые постоянные поселения. На тот момент люди уже заселили все континенты, и население планеты по разным оценкам составляло от 1 до 15 миллионов человек. Сейчас же размеры нашей популяции превышают 8 миллиардов человек. Люди являются не только самыми многочисленными приматами, но и, по сути, хозяевами Земли. Мы являемся сверххищниками и оказываем огромное влияние на окружающую среду. Деятельность человека приводит к загрязнению планеты и вымиранию других форм жизни. Но до этого человечество прошло долгий путь развития, об основных этапах которого мы расскажем в следующих выпусках этого цикла. В завершении выпуска мы, как всегда, выражаем глубокую благодарность зрителям, досмотревшим его до самого конца. Если вы хотите подробнее узнать о других видах людей, а также об эволюции самых разных животных из всех эпох, советуем посмотреть другие выпуски канала «Эпоха динозавров». Также в них рассказывается о современных экологических проблемах и вероятных сценариях будущего развития планеты и человечества.